Добрый день, дорогие мои друзья, зрители и подписчики. Привет вам из Кишинева. Сегодня я на Старой почте, Чевкары, улица Соколова. Снимаю по просьбе моей зрительницы, моего канала Ольги. Ольга, вам большой привет. И я решил начать съемку именно с этого места, с остановки. Вот нашему взору открылся старинный бар, и здесь у нас переход. Так, переход пешеходный. Вот остановочка и тот бар, который я снимал. Ролик называется «Назад в СССР», но он закрыт сегодня. Вот она, улица Соколова, дорогие друзья. Вниз до Чевкарской, как бы так называемой, и туда наверх Дойна, улица Дойна. Работает заведение? Работает? Отлично. Вот Лукрязы. Вот человек говорит, что Лукрязы, вот этот наш знаменитый бар Лукрязы. Мы потом его снимем. Вот сейчас посмотрим на остановочку. Вот остановочка. Туда наверх улица Студенческая переходит. Соколова переходит в Студенческую. Вот дом 2/1, а нам нужно попасть вот в тот домик 2/1. И сейчас, может быть, мы даже заглянем. Вот мужчины идут в это кафе, барчик, в эту бодыгу любимую. И мы сейчас заглянем с ними. Да. О, спасибо. Сейчас мы немножко заглянем в это легендарное место. Здесь играет музыка. Чтобы нас не пробило по авторским правам, я должен постоянно что-то говорить. Вот посмотрите, вот такая обалденная терраса. И очень радует, что это заведение, любимый тип моих заведений, работает во всей красе. Вот тут такой барчик. Я потом приду сюда, и мы здесь попьем кофе. Да. В этом прекрасном заведении. Да, вот меня приглашают. Видите, какие у нас гостеприимные кишиневцы нас приглашают. Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Я вас очень хорошо знаю, вы блогер. Да, я не блогер, я архиватор, летописец. Видите, какие у нас замечательные люди в Кишиневе. Вот я зашел сюда, я думал, что они работают, и очень обрадовался. А вы проезжали мимо нас, и в это время я вас смотрю. Вот. Вы говорите, что проезжаем, вот ваши свидетели. А я говорю, проехали, уже поехали на Флориду. Спасибо большое, это замечательно. Хотите передать привет кишиневцам? Вот вам привет передают. Из Чевкар, с улицы Соколова. Соколень сейчас называется. Да, вот ребята пьют по стаканчику чая. По стаканчику чая за здоровье, за кишиневцев. Я потом зайду, попьем кофе у вас. Сейчас надо на ту сторону идти. Спасибо, ребята. О, классно. Как видите, как у нас гостеприимно в Кишиневе. Все как было, так и... Сейчас я вернусь скоро. Видите, как здорово. Отлично. Вот так вот. На позитиве мы начинаем наш репортаж. Это создается полная иллюзия присутствия, пребывания в нашем дорогом городе Кишиневе. Видите как? Опа. Вот так вот. Отлично. Все в реальном времени. Я не останавливаю камеру. Я не буду нарезать. У меня нету сценария. Мы снимаем все подряд, как оно есть в жизни. Так, не разгоняться. Это я не себе, а машинам. Так. А мы идем снимать, посетить Студенческий переулок 2/1. Вот, Ольга, как будто вы здесь. Вот такой вид открывается на ваш дом. Вот он. И мы сейчас направляемся к нему. Как будто вы идете пешком по своим родным местам. Вот ваш первый подъезд, 5-й этаж.
Вот дворик. Замечательно. Я здесь не жил, но у меня такое чувство всегда, когда я снимаю такие ролики, как будто я жил в этих местах. Вот. Вот Студенцелор 2/1. Замечательно. Вот ваш подъезд, Ольга. Вот дом напротив, который вы видели из своих окон. Сейчас я чуть поднимусь и снимем фасад вашего дома, вашего вход в ваш дом, ваш подъезд. Это вот ваш двор. Почему я снимаю? Потому что я тоже жил в Болгарии 4 года. Очень сильно скучал по Кишиневу. И мне все это очень близко. Вот раз. 5-й этаж. Сейчас мы обойдем дом. Я даже не знаю, как лучше идти по низу. Да. Вот как будто вы идете с другой стороны к подъезду. Я бы зашел в подъезд, но сейчас эти кодовые замки. Вот ваш дом, ваш родной двор. Наверное, эти ступеньки были еще в вашем детстве. Я думаю, что да, этот парапет, на котором, наверное, дети собирались, играли в казаки-разбойники. Классики были. Вот второй подъезд. А вот так вот смотрится сейчас 5-й этаж. Здравствуйте. Снимаю для вашей соседки с первого подъезда с 15-й квартиры. Ольга. Ольга. Да. Да. А, ну вы тут, наверное, недавно живете, да? Нет, я здесь давно живу, но я просто... Ага. Просто, ага, спасибо большое. Я как будто вы передаете привет. Вы ж... Вы что, не можете попасть туда? Не было такой задачи просто поснимать двор, дом. Просто, да, на память люди скучают. У меня канал называется Кишинев Молдова называется канал. Можете там посмотреть этот ролик на ютубе. Спасибо большое. Видите, какие у нас теплые, гостеприимные люди. Ну, вы поняли, да, по этому барчику. И как меня там тепло встретили, я не ожидал. Видите, меня запомнили. Наш канал знают и радуются этому люди. А как я радуюсь, вы не можете себе представить, когда кто-то получает удовольствие. Что такое счастье? Счастье — это такое понятие, знаете, чем больше его отдаешь, тем больше тебе останется. Это закон. Я это понял. И чтобы этого счастья было больше, надо больше делать добра. Здравствуйте. А вы в этом доме живете, да? Да. А я для соседки вашей снимаю с первого подъезда. Вы их не знали, да, наверное? На 5-м этаже жили. Ага. Снимаю, потому что люди уехали, скучают и попросили меня поснимать. А почта далеко здесь? А? Внизу там. За этим домом, да? Да. Ага. Увижу ее отсюда или нет? Нет, Подальше, да? Вот мне сказали, что почта подальше, мне надо добраться и до почты. Вот ваши родные пенаты, места. Замечательно все. Просто замечательно. Кошечки. Да, тут все вот так вот, как было, так и осталось. Замечательно.
Вот такой вид открывается, когда обходим дом. Дом 4/1, может быть, здесь кто-то жил, тоже из вас, дорогие зрители. Да. Ну, я пройдусь пешком, все-таки пройдусь пешком вот по этой улице. И это получается тоже мы обходим этот дом 2/1. Хочется, чтобы у вас создалась иллюзия присутствия в этих местах кому-то родных и памятных. Ну, конечно, мы не упускаем возможности снять и дом, который рядом. Вот не знаю его номера, но, наверное, это получается 2/, не знаю, или 1. Ну, кто с этих мест, тот знает, сориентируется. Можете на карте поискать. Юра мне говорит, это у тебя точечная съемка, адресная. Да, по адресу конкретно, да. Сейчас мы снимаем с любовью и нежностью для тех, кто здесь жил. Вот сейчас вот мы подбираемся к торцу дома, к началу его. И опять, вот я не знаю, Ольга, ваши окна выходили на эту сторону или нет, но на всякий случай мы снимаем все подряд. Вот такой взор открывается нам в обратную сторону. Сейчас я доберусь до автомобиля Юры, и мы поедем к 7/2 к почте. Выходим на улицу Соколова. Вот она открывается нам, улица Соколова. Тут все примерно то же самое, как было, так и осталось. В общем, все узнаваемо. Заправка. Тут стоянка была, я помню, раньше. И этот барчик я помню, в который я заходил. Ох, там было замечательно. Вот тоже здесь остановка, магазинчик. Продолжаем наше движение. Вот на той стороне остановка. И тот мой любимый а-ля советский барчик, бодыга такая замечательная, душевная. Видите, как там душевно? Люди тебя встретили, улыбаются, по-простому общаются, открыто. Не как в этих вот пафосных заведениях, где сидят молодежь, уткнутая в телефон, которые дорогу не могут перейти, шнурки сами завязать не могут. А тут люди бывалые, зрелые. Вот Ольга. Еще раз, вот солнышко нам светит замечательнейшим образом. Вот еще раз ваш двор. И сейчас мы сядем в машину и будем снимать дальше. Я решил идти по тротуару к машине, чтобы поснимать вот общий вид остановки. Вон киосок «Союз
не киоск, а киосок. Союз Печать. И там еще какая-то быдышка работает, что меня очень сильно радует. Да, и здесь построили магазин Линелла. Но он для нас не представляет никакой ценности. Вот я успешно сел в машину, и мы сейчас едем на 7/2. Ай-яй-яй-яй-яй. Ремень твой испортил всю малину. Да, ничего. Вот еще раз, Ольга, ваш фасад вашего дома с тыльной стороны, нигде подъезды. И мы сейчас едем к почте, да, и к общежитию 7/2. Это у нас 4/1. И тут я помню такой поворот, я смотрел на схеме, да, вот этот домик или тот. По-любому эти поиски прекрасны, потому что я помню, как в ресторане Санатати заказал. А вот он 7/1, а нам 7/2. Да? Смотри, этот реабилитационный центр спортивный 7/1 и дом 7/1. Да. Это казус. Казус, да, нам нужен 7/2. Ну, вот он. Вот он. Почтовый ящик. Это почта. Вот она, почта Молдовы. Сейчас я выйду. Подъезды туда. Да, подъезды туда, выйду, обойду и буду снимать. Вот я вышел из машины, и за моей спиной 7/2. И вот казус Юра заметил, что здесь реабилитационный центр и дом имеют одинаковый адрес. Вот здесь на заборе 7/1. И вот еще один 7/1. А нам нужен вот этот вот домик и почта 7/2. Мы, как всегда, в нашем стиле должны обойти его. Вот этим плитам, думаю, что много лет. И вот этим ступенькам, это с советских времен, это гадалки не ходи. Да. Пристройка пахнет новизной, не знаю, была она тогда или нет. Ну вот эти вот подъезды. 6-я квартира. Это примерно 2-й, 3-й этаж. Вот. Дом. Вот эти вот ступеньки немножко покачнулись они от времени. Вот этот подъезд. И сейчас поднимемся наверх камерой. Как я прошу прощения заранее за мою легкую одышку, потому что у меня не от того, что легкие слабые, а от того, что прилагаю чуть-чуть больше усилий для ходьбы, поэтому так получается иногда. Так. Я думаю, что это все ваши места, которые вы посещали, пребывали в них, находились в них. Да. Сейчас уточним. Вон таблички вижу в торце. Так. Запахло весной. Сегодня 10, даже 12 градусов. О, это у нас получается 9/2. Видите? Страдала студенция, страдала. Это переулок студенческий. Вот здесь, не знаю, наверное, все так же. Судя по этим плиткам, по всему здесь все так же, как и было, так и осталось. Все то же самое. Вот 9/2. А вот, собственно, 7/2. И почта. Люди гуляют.
Очень тепло. Тут вот церковь, не знаю, похоже, что она новая. А можно спросить. Не у всех спросишь, не все готовы к общению. Но мы готовы всегда. Почти. Всегда. С радостью и нежностью. Вот почта. Интересно, какой у нее номер. Обычно почты привязаны по номерам к домам. Сейчас посмотрим. Люди ждут. Почта 2020. Вот я не знаю, к какому дому она относится. Потому что у нас 2051, где я получаю пенсию, то там 51 дом. А здесь 20 дом. Здравствуйте, кто крайний? Ну, тут дорога вниз куда-то. Вот. Вот еще раз вот ваш дом, который... И вот как будто бы мы же его обошли на самом деле. И такой пейзаж нам открывается нашему взору. Да, вот оно. И сейчас попробуем проехать поближе к бывшему озеру. Но его, говорят, нету. Но мы будем искать. О, я уселся в машину. Чуть запыхался слегка. Ну ничего, это нормально, это приятная усталость. И мы сейчас с Юрием поедем как можно ближе к озеру. Это туда, да, Юра? Угу. Что я здесь не ориентируюсь совсем. Вот туда, по той дорожке, ближе к озеру. Да. Наверное, и выходили по этой дороге к озеру. Нет. Ее не было тогда. Здесь был частный сектор. Частный сектор, блин, да. Ну, 90. Ну да. И 80. Я ходил на это озеро через частный сектор. Угу. О, а там черный. А я в это давно не верю. Вот, я здесь никогда не был. А если и был, то очень давно. Вот. Ты даже через забор не снимешь. Ну, снимешь так. Ну, Со скрипом. локация. А, тут забор глухой. Ну вот озеро было здесь. Здесь. Тут даже не пройдешь. Давай сейчас мы объедем это дело. Ага. Вот Юра предложил объехать это дело. Он вот очень хорошо ориентируется. Хорошо, когда есть товарищ, друг, который все знает. Почти все. Да, я все Почти знаю, только все. не летаю. Да. Будущее он не предсказывает, и не надо, потому что будущего никто не может предсказать. Только одному Богу известно, что может Я могу быть. предсказать, но оно никому не понравится. Да, надо, чтобы нравилось. О, как грамотно мы объехали, обхитрили, перехитрили всех. Потому что можете заборы не ставить, мы все равно объедем. Вот, мы заехали на... Озеро. И вот сейчас я выйду и сниму, насколько это возможно, где было озеро. Вот я вышел из машины, Юра говорит, что озеро, говорит, запихнули в эту трубу. Да, пахнет сыростью. Вот здесь было озеро. Юра говорит, можешь пройти, там есть калитка какая-то. Честно, пойду туда. Все в реальном времени. И, ну,
скорее всего, что нет, тут грязно. Я не пойду туда, потому что здесь грязно. Вот там, где экскаватор, вот все вот это, вот эти, жалко, эти вагончики перекрывают вид. Но сама локация, само место, мы посетили это место, насколько это было возможно. Вот этот пейзаж. Я думаю, что возможно узнать что-то. Вот. Это похоже на новострой. Вот как. Не знаю. Сейчас пройдемся чуть-чуть. Тут песка понасыпали. Тут тропинка для строителей. Что-то они тут делают. Но уже дальше я уже не смогу пройти. Ну вот насколько возможно. Вот локация бывшего озера Чевкарского. Вот как. Вот мы едем обратно с локации озера. И сейчас хотим подняться, я буду называть конкретно Бадыгу, в то прекрасное, уютное, душевное место. Я должен посетить, отдать дань уважения памяти советским временам, потому что таких мест все меньше и меньше остается не только в Кишиневе, но и в других городах и странах. Вот эти места, где вот ты находишься, не нужно напрягать память, когда они узнаваемы, чтобы не фантазировать, намного интереснее. Вот здесь пустили троллейбусы, раньше их не было. Раньше не было дороги. Вообще не было дороги, да. Опять без ремня. Ой, ё-моё. Ну, тут сколько ехать? Дело не въехал, просто контент портишь. Ну да. Вот перекресток Соколова. Вот мы поднимаемся по Соколова. Сейчас мы посетим с вами во всей красе. Я попрошу, чтобы отключили музыку, если это будет возможно, чтобы не было нарушений авторских прав. Вот она, видите, там окошки с занавесочками. Какая прелесть! Что может быть лучше? Вот так вот все просто, демократично. Вот эти вот, видите, занавесочки такие. Здесь где-то лучше. Пердели, ага.